то январское утро было на редкость холодно. Немецкая овчарка по кличке Хантер уже третий час спала на улице и не заходила в свою просторную теплую будку. Озадаченный хозяин решил выяснить, в чем дело. Джейкоб подошел к Хантеру и пораженно замер, когда пес вдруг угрожающе зарычал на него. Хантер никогда так себя не вел. Они были лучшими друзьями. Джейкоб взял его маленьким щенком и вырастил с любовью и заботой. Не веря, что собака всерьез ему угрожает, Джейкоб снова приблизился, но пес отреагировал так же, встал перед входом в конуру и грозно зарычал. Всем своим видом он будто предупреждал: «Не подходи ближе». Джейкоб невольно отступил, и Хантер тут же перестал рычать. Хантер виновато вильнул хвостом, подошел и опустил голову, чтобы Джейкоб почесал ему за ухом. Мужчина решил, что угроза миновала. Ласково потрепав пса, он вновь шагнул вперед, но Хантер не позволил ему пройти дальше. Джейкоб только недоуменно покачал головой. Он решительно не понимал, что творится в голове его мохнатого друга. Мужчина решил попытать удачу утром. Может, за ночь Хантеру надоест играть в охранника. Вечером Джейкоб выглянул на улицу сквозь щель между шторами. Хантер по-прежнему лежал на крыльце, уложив голову на лапы. Только стоящие торчком уши выдавали, что он чутко прислушивается к каждому шороху. На улице сильно похолодало, но пес по-прежнему не пытался зайти в теплую конуру. Это было действительно странно. Утром история повторилась. Шагая по свежевыпавшему снегу, Джейкоб попытался пройти к будке, но пес встал перед ним в угрожающую позу. Только в его умных карих глазах читалась мольба, он словно умолял Джейкоба ничего не делать. Мужчина был сбит с толку. Он не придумал ни одной версии, почему его пес так странно себя ведет. Пришлось пойти на хитрость. Джейкоб вернулся в дом и направился на кухню. В холодильнике как раз лежал свежий сырой стейк. Мужчина нарезал его на мелкие куски. Это было самое любимое лакомство Хантера, он точно не устоит. Главным было заставить грозного охранника покинуть пост и полакомиться мясом в доме. Прихватив миску, Джейкоб вышел на улицу. Пес радостно встретил его, виляя хвостом. Джейкоб потрепал овчарку между ушей и протянул миску, которую прятал за спиной. Почувствовав запах мяса, Хантер едва не запрыгал от радости, как глупый щенок, настолько он любил стейки. Улыбнувшись, Джейкоб отошел с миской и позвал пса за собой. Озадаченный Хантер сел, удивленно глядя на хозяина. Он привык есть возле своей будки, но хозяин почему-то упорно звал его в дом. Хантер обернулся и тихо заскулил. Мясо пахло так соблазнительно, что он решил, за пару минут ничего страшного не случится. Джейкоб с облегчением перевел дух, пес наконец поспешил за ним, не сводя с миски жадного взгляда. Первая часть плана прошла гладко. Мужчина поставил миску в самый дальний угол кухни и ласково погладил любимца. У него в запасе было минут 10. В отличие от других собак, Хантер никогда не набрасывался на еду, чтобы проглотить ее одним махом. Он ел вдумчиво и будто бы смаковал каждый кусочек, его графские замашки всегда очень веселили Джейкоба. Медлить было нельзя. Мужчина очень тихо поднялся и попятился к выходу, внимательно следя за псом, но тот не обращал на хозяина внимания. Тогда Джейкоб вышел и плотно закрыл за собой дверь. Теперь он мог спокойно заглянуть в будку. Как только Хантер услышал щелчок замка позади, то мигом забыл о стейке. Он неуверенно гавкнул. Хозяин не спешил возвращаться, и пес понял, что его обманули. Встревоженный Хантер помчался к закрытой двери и поскребся в нее лапой, жалобно скуля. Хозяин по-прежнему его игнорировал, поэтому пес побежал в гостиную. Ее большие окна выходили во двор. Он увидел, как Джейкоб неспешно идет к будке, и возмущенно залаял. Джейкоб услышал лай и обернулся. Хантер стоял возле окна, поставив обе лапы на подоконник, и очень сердито смотрел на него. Мужчина испытывал вину за то, что пришлось обмануть пса и запереть, ведь между ними всегда были доверительные отношения. Чувствуя себя предателем, Джейкоб напомнил себе, что иначе было нельзя, Хантер ни за что не позволил бы ему приблизиться. Отчаянные ситуации требуют отчаянных мер, подумал он со вздохом и опустился на корточки перед входом в будку. Хантер пришел в ярость, теперь он не просто гавкал, а рычал и скалил зубы. Казалось, он просто в отчаянии. Джейкобу на секунду померещилось, что сейчас пес разобьет стекло лапами и выскочит во двор. К счастью, он до этого просто не додумался.
Набравшись смелости, Джейкоб заглянул внутрь. Он не мог просунуть в проем одновременно обе руки и голову, так что в случае нападения оказался бы совершенно беспомощен. Но любопытство победило страх. Когда глаза немного привыкли к полумраку, он заметил шевеление и чьи-то внимательные блестящие глаза напротив. Перед ним оказался енот. Джейкоб растерянно смотрел на пушистую полосатую мордочку. Дикий зверек давно должен был испуганно убежать прочь, но упрямо стоял, будто защищал что-то важное. Прямо как Хантер недавно. Присмотревшись, Джейкоб заметил за спиной енота маленького детеныша. А потом еще одного. Третий запутался в складках одеяла. Он насчитал 6 крохотных слепых малышей, которые прятались за своей храброй мамой. Джейкоб догадался, что в лютый мороз мама енот искала безопасное место, чтобы родить, и набрела на их двор. Похоже, графские замашки Хантера касались не только еды, как истинный джентльмен он уступил семейству енотов свой теплый дом. Джейкоб растроганно улыбнулся, его добрый здоровяк Хантер пожертвовал своим комфортом ради другого существа. Поделился кровом и охранял даже от собственного хозяина. Вскоре мужчина снова взялся за инструменты, на этот раз ради семейства енотов. Он построил для них уютное деревянное убежище неподалеку от дома. Еноты благополучно обжили новое гнездышко, а Хантер получил свою будку обратно. Но он не забыл о пушистых подопечных и всегда бдительно следил за ними, готовый чуть что броситься на защиту.